Всех приветствую на своем канале. Я себя уже давно объявила Jewelry Addict, то есть помешана на ювелирке. Меня зовут Катя, но первое то, что я помешана на ювелирке. И сегодня я хочу вам рассказать о 3 преимуществах фианита перед бриллиантом. Представляете? Фианит такой вот вроде бы обычный камушек, а оказывается, нет, в нем кроется очень много всего удивительного, не только научного, но и чего-то такого загадочного, необыкновенного. Если вы на моем канале в первый раз, то советую посмотреть другие мои видео о фианите. На самом деле, после того, как вы посмотрите и это видео, и другие мои видео, посвященные фианитам, вы полюбите свои фианиты с новой силой, как это сделала я. Чем больше я изучаю эту тему, связанную с фианитами, тем больше я восхищаюсь фианитами на мне, в моих украшениях, обожаю. Вообще, на самом деле, фианит, он же создан Физическим институтом Академии наук имени Лебедева, и в честь этого института и назван фианитом. Или еще очень важная информация, о которой я узнала не так давно, оказывается, многие страны купили патент на фиан. И вот так вот фианит распространился в другие страны, где его неправильно даже называют. Неправильно ему дают название. Ну давайте же поскорее перейдем именно к 3 преимуществам фианита перед такой глыбой, таким драгоценным камнем number one, бриллиантом. Я переверну камеру, и мы посмотрим и полюбуемся на мои фианитики, и на фоне их я раскрою все эти 3 тайны. Перед вами мои и бесцветные, и цветные фианиты, я бы даже их назвала бриллиантами, созданными человеком. Фианит не стал лидером среди своих многочисленных коллег, но зато он был невероятно красив. Сверкал почище бриллианта и даже не побывав в руках гранильщика. Это произошло сравнительно недавно, а именно в 70-х годах. В СССР ученые физики Института имени Лебедева прославленного фиана вырастили кристалл, которому полагало служить именно в оптическом генераторе лазерной установки. В честь института новый кристалл нарекли фианитом. И вот благодаря фиану в моих ручках такие потрясающие серьги с фианитами, а также в колечке у меня именно фианит Сваровский, вот именно тот фианит, который создали в СССР, фиан. Причем, когда фианит обработали опытные мастера, по нанесенным ими граням засверкали вспыхнувшие огоньки. Игра этого искусственного камня почти не отличается от игры алмазного бриллианта. Правда, фианит, он несколько уступает по твердости бриллианту, алмазу, но зато он оказался более устойчивым, и это первая его тайна к высоким температурам. Первое преимущество вот этого фианитика перед алмазом, то что алмаз, например, нагретый всего лишь до 1000 градусов, превращается в черный порошок, графит, а фианит же плавится лишь при 2800 градусах. Представляете? Лицензию на право использования патента фиана приобрели фирмы США, ФРГ, Японии, Канады и Австрии, а также, это не все, Франции. Но производство кристаллов остается именно прерогативой российской промышленности. Они успешно используются в оптическом приборостроении, в оборудовании космических аппаратов, но подлинное признание фианит нашел в ювелирной промышленности. Так вот, акцентирую внимание на этом колечке от российского производителя именно с фианитом Сваровски. Вот эту вот технологию изготовления вот этого фианита и выкупили Сваровский
придали этому фианиту выкупленному свою особую запатентованную огранку, а именно бриллиантовую. И теперь вот этот вот именно фианит Сваровский, он отличается особенной игрой света. Вот и я себе наконец-таки купила кольцо с фианитом Сваровски, чтобы в моей коллекции все-таки был этот легендарный фианит Сваровски, который изготовлен именно по технологии вот тогда института ФИАН. Очень, конечно, интересная информация. Получается, что все женщины США, ФРГ, Японии, Канады, Австрии, Франции носят украшения с фианитами благодаря уму русских ученых. Никогда не задумывались об этом. Так вот, оказывается так. Теперь поговорим о втором преимуществе фианита перед алмазом. Так вот, например, никто не находил алмаза именно лилового, фиолетового или сиреневого цвета. А фианит же, он может посоперничать в цвете и красоте с любым аметистом. Уже не нежно, а густо-сиреневым. Вот у меня есть аметисты, и вот, пожалуйста, вот такие вот аметисты, образцы. Есть моя любимая друза, аметист. Извините, что шумлю, но так звучат красиво эти коробочки и как-то так успокаивающе. Вот, обожаю эту друзу, на ней я даже заряжаю свои украшения. То есть их можно чистить от чужой энергетики. И я считаю, что именно вот такого цвета добились на фианите. Вот такой вот фиолетовый цвет можно добиться на фианите. Это у меня в данном случае синтетический тоже камень, но это именно синтетический корунд. Времен СССР сделаны под аметист, но вот фианитам тоже придают особую окраску, такую вот фиолетовую, красивую. Такое вот преимущество. Также иногда удается получить зеленый фианит, сочетание которого с бесцветными кристаллами придает изделию роскошный вид. То есть цвет – это преимущество фианита. Вот даже посмотрите, у меня есть сережки с зелеными фианитами, и какой здесь красивый цвет. Очень. Ничем не хуже, чем в изумрудах, например, я считаю. Те сережки это были сделаны по заказу в ювелирной мастерской в городе Минске, а вот это вот украшение подвеской, или его можно присоединять к браслету, я купила в Египте, и вот так вот выглядит. Это у нас Томас Сабо, и вот здесь вот зелененький лепесточек, он очень красив. Его фианит можно очень красиво раскрасить особыми такими редкими цветами, фиолетовым и зеленым. Еще очень много красивых цветов фианита у меня вот именно в этом колечке. Причем здесь мастера-ювелиры от Женези, есть такой бренд, очень красиво сделали сочетание камней, причем и бесцветных, и черных, и желтых, и вот этих вот глубоких зеленых. И даже в окружении бесцветных фианитов очень красиво играет вот этот вот центральный камень, он очень похож на топаз. Мне кажется, вот это кольцо, оно гениальное, и не обязательно можно платить огромные деньги за ювелирные украшения. Можно купить вот такое вот шикарное кольцо с фианитами, и оно будет выглядеть ничем не хуже, потому что фианит очень красиво передает вот эту красоту цвета. На мой взгляд, напишите, как вам. Вот мне очень нравится, как здесь именно, мне кажется, чертили эскиз и очень красиво подобрали сочетание, цветовую гамму камней. И третье преимущество, на что я и намекала, это то, что фианиты стоят намного дешевле бриллиантов. Вот такое вот простое, даже не тайное преимущество. Также я хочу обратить внимание на небольшие фианиты.
Вот небольшие фианиты, они обычно используются в обсыпке, тогда их бриллиантовая игра оттеняет цвет камня главной вставки. И я хочу показать вам, вот, например, у меня есть украшение с AliExpress, и здесь очень красиво вот эти вот фианиты окружают желтый камень и подчеркивают его красоту. Также красиво подчеркивают красоту центрального желтого камня фианиты в огранке Триллион. Вот еще есть у меня такое классическое колечко с фианитом, хотя на бирке было написано циркон, иногда так ошибочно его обозначают. Вот такое кольцо, здесь тоже подчеркнута центральная вставка бесцветными фианитами. Очень красиво все обыграно. Что касается вот этого названия циркона, за границей очень часто фианит называют именно цирконом. Это неправильно, циркон это природный камень, но также есть такая особенность. Даже у фианита есть аналог природный, это жеронит. Это очень тоже важно. И еще хочу показать, где очень хорошо подчеркивается центральный камень именно бесцветными фианитами. Это вот у меня есть вот такой вот потрясающий наборчик. Здесь черные камни, и они дополнены бесцветными фианитами. Тоже, на мой взгляд, очень стильный и достойный набор. Также у меня есть подвеска, где вот этот вот искусственный кварц лимонного цвета подчеркнут бесцветными фианитами. Тоже необыкновенное украшение. Я уже бы даже подумала, что это у меня желтый топаз в окружении бриллиантов. И еще у меня есть 3 невероятные подвески, где именно бесцветные фианиты помогают увидеть необычайную красоту камня. Вот, например, такая подвеска из Турции. Это султанит, который меняет цвет с фиолетового на зеленый. Иногда очень красиво он светится и фиолетовыми, и зелеными гранями. Но акцент в этом видео именно на фианиты. Без фианитов эта подвеска не выглядела бы так шикарно. Здесь фианиты просто невероятные. Я недавно щупала эту подвеску и ни разу не обращала на это внимание. Оказывается, тут такой необыкновенный механизм. Ну как необыкновенный? Я нигде не встречала, чтобы подвеска была так выполнена. Здесь вот так вот отодвигается, как, похоже, как в сережке. И вот цепочку можно вставлять очень легко. Не обязательно вставлять именно вот в это колечко. Можно с помощью устройства отклонить эту деталь и всунуть цепочку, особенно у кого плохое зрение. Очень удобно. В первый раз увидела такое. И вот оно защелкнулось, и все, подвеска в целости и сохранности. Очень интересное выполнение. Конечно, турецкие ювелиры, они очень красиво делают украшения, они мастера на все руки. Также у меня есть 2 украшения, где очень красиво подчеркнута красота центрального камня фианитами. Это одно изделие из Турции, другое из Египта. Это все фианиты, но как же они красиво переливаются, и в окружении прозрачных фианитов это нечто. Из камней большого размера, например, делают самостоятельные украшения. В начале видео я показывала вам вот эти вот сережки именно с огромными фианитами. Они тоже прекрасны. Я хотя огромные фианиты не очень люблю, но именно в этих серьгах эти фианиты смотрятся красиво. Еще хочу показать вот такой вот наборчик с AliExpress. Он выглядит невероятно стильным, на мой взгляд, за счет огромного количества фианитов, бесцветных и черных. Это просто какая-то черно-белая сказка, на мой взгляд. И еще хочу рассказать, что добавление различных примесей при получении фианитов дает возможность получать камни уникальных цветов. А также есть фианиты-хамелеоны, меняющие, подобно александриту, цвет при изменении освещения. Эти чудесные искусственные кристаллы всех цветов радуги дарят искреннюю радость, на мой взгляд, украшая нас. И я вот давно хочу в одном магазине купить именно такие вот фианиты-хамелеоны. Сейчас их покажу. Просто случайно наткнулась на один магазинчик, и там просто невероятные фианиты.
Вот такой вот магазин «Жемчужина Минск». Даже на удачу, это в городе Минске. То есть я могу легко приобрести эти украшения. Я все думаю и думаю, что же мне приобрести. И вот что же за фианиты-хамелеоны. Вот здесь у них большой ассортимент, причем вот этих фианитов в разных сережках, в разной стилистике. И вот, например, можно вот такие купить серьги с фианитами, посмотрите, здесь и под мистик топаз, и розовые. И сейчас покажу хамелеоны, которые я очень хочу. Вот они, хамелеоны, были первыми, открывали. И вот у них очень большое количество изделий именно с такими хамелеонами. Вот сейчас я пролистаю ленту. Вот здесь тоже именно вот этот вот фианит-хамелеон. Это просто невероятная игра света, фантастика. Очень хочу себе именно вот такие вот камушки. Они стоят недорого, это все бижутерия. И вот благодаря тому, что есть фианит, можно себя обрадовать и подарить себе такой необыкновенный камень, как фианит, причем в разных обличиях. Надеюсь, что мое видео было вам полезно, вам понравились мои открытия, главные 3 тайны фианита, на мой взгляд. Жду вас в комментариях, давайте подробно все обсудим и встретимся. Пока-пока, увидимся в следующих видео. Естественно, желаю вам здоровья и много-много-много приятных подарочков.